Всем привет, друзья! Решила сегодня сделать украшение вот с таким замочком. Как вы видите, это кошечка. У нее зеленые глазки. Буду называть кошечка, потому что я не знаю, кто это. То ли тигр, то ли леопард. Будет кошечка. Здесь замочек отстегивается. И я планирую сделать браслетик с этим замочком. Так как зеленые глазки, я подобрала бусины халцедона. Это 10 мм, 8, 6 мм у меня есть и 4. Так как это все одна позиция, и мне пришли бусины 8 мм, видите, да, темного цвета. Сначала я расстроилась, конечно. Думаю, ну как это? Оттенок совсем не тот. Потом думаю, ничего страшного в этом нет. Наоборот, наверное, будет какая-то изюминка, потому что я еще планирую сделать, кроме браслета, колье будет у меня. Впереди будет карабинчик. К нему будет крепиться кулончик вот с таким камушком зеленым. Очень хорошо сочетается с бусинами. Ну и буду проставлять я эту всю красоту гематитом черным. Вот такой мелкий гематит, мною любимый. Есть у меня еще и бусинки. Вот такие тоже с зелеными стразиками. Хорошо будут сочетаться. Ну и есть, конечно, сережки. Вот такие гвоздики. Тоже кошечки с зелеными глазками. Ну и подвешу несколько бусин зелененьких. И будет комплект сережки, браслетик и колье. Колье я планирую еще поставить вот такую цепочку у меня. Видите, черная. С серебром вот такая цепь есть. Это готовая цепь. Я покупала, чтобы потом разбирать. Она довольно-таки длинная. По-моему, 60 сантиметров. Ну и мне ее хватит потом. Я укорочу и будет на колье. Ну а сначала, наверное, я сделаю браслетик. Будет он на ювелирном тросике. Сантиметров 17. Здесь два отверстия, как вы видите. Очень удобно крепить. Провели тросик. И, наверное, здесь я поставлю шапочку. Вот такая шапочка у меня есть. Она в стразиках вся. Я думаю, будет красиво смотреться. Начало такое. И закроет отверстие, которое не будет видно. Вот так. Корона. Теперь бусины. Самые большие, 10 миллиметров. Буду надевать. Ну вот, посмотрите, как хорошо смотрится этот размерчик с головой. Так, наверное, я 3 бусинки нанизаю сначала и посмотрю, а потом уже кримпы одену. Ну вот, 3 бусинки и надела кримп. Теперь его надо так, чтобы не было. И чтобы двигалось хорошо. Сильно не затягивать. Так, расплющили. И одеваем обжимную бусинку. Обжимная бусинка черного цвета. У меня такие же бусинки есть, которые можно потом проставить, поддержать как бы обжимную бусинку. И зажимаем аккуратненько. Аккуратненько зажали, чтобы получился хороший шарик, кругленький. Ну и теперь я буду набирать бусинки. И, наверное, поставлю вот эти бусины. Теперь мне надо рассчитать, чтобы они были равномерно. Так как здесь отверстие большое, такое крупное, я не буду ставить
гематит, он туда может провалиться. А просто бусинку надену и все. Вот. Вот так. Ну и потом зеленую. Вот такой кончик, он мешается. Надо его немножко обрезать. А то он не туда и не сюда. Я думаю, вот так будет. А теперь гематит и бусинку. Ну и посмотрим, что будет. Ну вот сделала я вот такой набор. Переходит в маленькие бусинки. И мне очень нравится, что так два цвета. Два оттенка получилось. Также у меня будет колье с одной стороны светлые бусины, с другой темные. Очень здорово смотрится. И ну и теперь замочек с другой стороны надо закрыть. Вот я положила вам линеечку примерно 20 сантиметров. И это будет на для ручки где-то 17 сантиметров. Да, 17. Открываем замочек. Кто не знает, как крепить. Здесь я 4 бусины отмерила и поставила. Вот здесь кремп у меня будет. Теперь мне надо провести. Здесь есть перекладинка. Проводим сначала тросик сюда, а теперь обратно. Только надо попасть в другую перекладинку, то есть не в ту же. И подтягиваем. Теперь мне надо еще тросик провести в бусинки во все 4 и попасть в кримпу. Сейчас я это сделаю без вас. Подтянули хорошо, но оставили пространство здесь для обжимной бусинки. И смотрим, чтобы был хороший такой обхват. Плавненько лежали, мягенько. И теперь кримпу мне надо раздавить. Ну и потом зажать здесь обжимную бусину. Сейчас я надену ее. Ну вот, браслетик у меня готовый. Очень даже красиво получилось. Мне понравилось то, что даже бусины немного оттенка разного. Наоборот, какая-то изюминка. Хотя один и тот же камень. И вот так лежит красиво. И голова красиво лежит. Будет крутиться, если не впереди, так сзади будет она. Очень красиво. Ну и теперь делаем колье. Колье я планирую сделать сантиметров 50, поэтому мне нужно сейчас набрать бусин по 25 сантиметров. 2 отрезочка. И также цепочку я сделаю 25 сантиметров. Все будет одинаковое. 3 отрезка будет по 25 сантиметров, чтобы получилось колье 50. Сейчас я нанизаю бусины и вернусь к вам. Мое украшение готово. Получилось очень даже симпатично. Посмотрите, как смотрится цепочка с черным цветом. Очень даже красиво, я думаю. Такую цепочку я повзаимствовала у мужа. У него такие цепи и с золотом есть. Покупает он на Алиэкспрессе. Если вам нужно, я оставлю ссылку. Интересная, да, цепочка? Мне понравилась. И понравился вот такой вот котик. Пускай будет это тигр. Год тигра у нас будет следующий год. И очень удобная застежка. Я думаю, как раз на ручку будет удобно ее застегивать. И браслетик получился очень даже интересный.
в двух цветах, я думаю, в двух оттеночках зеленого. Смотрится здорово. Украшение трансформер. Можно снимать цепочку, если она не нужна. Вот так сзади я сделала. Колечко поставила. Цепочка идет с карабинчиком. Ее можно отстегнуть. Здесь тоже идут колечки. Все это отстегивается. Если вам даже не нужен кулон, его тоже можно отстегнуть. Носить без кулона. И можно перекручивать любой стороной, какая вам нужна. И, конечно, получились серьги. Очень даже хорошенькие. Колечки под карабинчик. Можно даже вот такую придумать застежку. Видите, здесь она отстегивается. Такой бейлик. Тоже можно ставить такой бейл. Вот такое украшение. Я думаю, идеальное. Сочетание черный с зеленым. Мне понравилось. Ну, а я от вас жду комментариев. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите. Ну, а если вам понравилось мое украшение, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!